Мир полон неизведанных уголков, и однажды группа амбициозных исследователей решила отправиться в экспедицию, которая должна была изменить их жизни навсегда. Сначала они услышали о загадочном острове, скрытом в бескрайних водах Тихого океана, о котором ходили слухи. Говорили, что на этом острове время остановилось, а его жители живут вне пределов нашего понимания. Сколько раз их слышали, но никто не возвращался, чтобы подтвердить или опровергнуть эти истории. Команда состояла из ученых, антропологов и исследователей, каждый из которых был полон решимости раскрыть тайны этого загадочного места. Подготовка шла несколько месяцев. Они собирали оборудование, продумывали маршрут, тщательно изучали карты и старинные легенды, которые могли бы указать путь к этому загадочному острову. Наконец, когда все было готово, они погрузились на исследовательское судно и отправились в путешествие, полное ожиданий и волнений. Путь оказался непростым, вода под ними бушевала, и штормы вечно угрожали сковать их лодку. Но исследователи были решительны. Каждый день, когда они боролись с природными стихиями, их стремление лишь возрастало. Они прокладывали свой курс через бескрайние просторы, полные непроглядных туманов и леденящего ветра, который шептал о древних тайнах. Каждый вечер, когда штормы утихали, они собирались на палубе, делясь историями о том, что они могли бы обнаружить на этом таинственном острове. Спустя несколько недель, когда они уже почти потеряли надежду, в горизонте появилась контура земли. Это был остров, о котором они так долго мечтали. Улыбки и восторженные крики заполнили палубу, когда они с нетерпением ожидали высадки. Природа острова поражала разнообразием. Густые леса, величественные горы и кристально чистые воды. Первое впечатление оказалось волшебным, но вскоре вскрылась еще одна тайна. На острове не было никаких следов цивилизации. Похоже, что здесь не ступала нога человека, и природа царила безраздельно. Собрав свои вещи, исследователи начали исследовать береговую линию. Неизвестность манила их, и, покидая свои привычные рамки, они углублялись в леса, полные экзотических звуков. Они нашли цветы, которые не встречали нигде раньше, и деревья, чьи корни уходили в землю, словно стремились обнять саму планету. Каждый шаг приближал их к разгадке тайны острова. Их сердца бились быстрее от волнения, когда они пересекали тени леса, и вскоре их внимание привлекли странные звуки. Исследователи почувствовали, что за этими звуками скрывается нечто большее, чем просто природа. Пройдя глубже в лес, они наткнулись на следы, которые явно указывали на существование других форм жизни. Но это не были следы животных, которые они ожидали увидеть. Это были следы людей, но какой-то другой расы, которая, казалось, никогда не слышала о внешнем мире. В их головах не укладывалось, что они могли стать свидетелями чего-то абсолютно уникального. С каждой минутой они все больше погружались в атмосферу этого мистического острова. Что же скрывается за этими тенями? Что ждет исследователей в недрах этой неизведанной земли? Вопросы множились, но ответы были за гранью понимания. Дальнейшие шаги обещали удивительные открытия, которые могли навсегда изменить представление о времени и жизни. Проникнув в густые джунгли и исследуя таинственным звукам, исследователи начали осознавать, что этот остров полон скрытых чудес, которые ждут, чтобы их открыли. С каждым шагом вдали от побережья они ощущали, как атмосферу окутывает нечто волшебное. Под ногами хрустели листья, а вокруг раздавались мелодии экзотических птиц, напоминающих о том, что здесь время словно замерло и природа осталась нетронутой. Вскоре группа наткнулась на загадочные каменные образования, похожие на древние алтари. Эти структуры, обросшие мхом и лианами, выглядели так, будто их создали руки древней цивилизации. Некоторые камни были покрыты странными символами, которые исследователи не могли идентифицировать. Их внимание привлекали изображения людей и животных, выполненные с необыкновенной детализацией. Это было первое доказательство того, что на острове когда-то жила разумная раса. Но где же они теперь? Продвигаясь дальше, исследователи нашли небольшую поляну, окруженную величественными деревьями. В центре поляны стоял огромный дуб, его ветви простирались высоко в небо, создавая ощущение защищенности и уюта. На стволе дерева они заметили еще одни странные знаки. Это были те же символы, что и на каменных образованиях. Один из антропологов, изучая их, предположил, что эти знаки могут быть частью какого-то ритуала или языка древних обитателей острова. Исследователи начали вести записи, фиксируя все, что видели. Они понимали, что каждая деталь может оказаться важной для будущих открытий. Но в то время, как они были поглощены своей работой, их внимание отвлекли странные звуки, доносившиеся с соседней поляны. Это были голоса, низкие и мелодичные, словно кто-то пел. Исследователи переглянулись, и их сердца забились чаще. Они решили подойти ближе и вскоре увидели группу людей, которые танцевали вокруг огня. Было трудно поверить своим глазам. Эти люди выглядели так, будто никогда не старели. Их лица были молодыми, несмотря на десятилетия, которые, как они предполагали, могли пройти с момента их изоляции. Их одежда была сделана из природных материалов, и они двигались с грацией, которая завораживала наблюдателей. Их танец был полон жизни, радости и какого-то древнего ритуала, неведомого внешнему миру.
Исследователи осознали, что они стали свидетелями уникального общества, которое, похоже, не имело представления о мире за пределами своего острова. Побочный эффект их изоляции, возможно, заключался в том, что эти люди сохранили молодость, а их культура осталась неизменной. Наблюдая за этой сценой, группа почувствовала, как завеса времени начинает распадаться, и они понимают, что стоят на пороге невероятных открытий. Как только музыка замерла, один из жителей заметил исследователей и, похоже, не испугался. Вместо этого он подошел ближе, обняв их взглядом, полным любопытства. Этот момент стал ключевым. Они были готовы к общению с этими вечными обитателями, и это открывало двери к дальнейшим загадкам, которые им предстояло разгадать. Как же сложится их судьба в этом волшебном и загадочном месте, где время перестало существовать? Танец, который наблюдали исследователи, был не просто проявлением культуры, это была демонстрация жизни, застывшей в моменте, словно сам остров держал ее на ладонях. Люди вокруг огня были не просто молодыми, они излучали какую-то ауру, которая заставляла время вокруг них замедляться. Это была загадка, в которую исследователи стремились вникнуть. Когда один из жителей острова подошел ближе, его взгляд был полон загадок и вопросов. Он был высок и грациозен, с длинными волосами, заплетенными в косы, и одеждой, сшитой из тканей, которые казались более живыми, чем привычные для исследователей материалы. Его кожа была бронзового оттенка, а глаза сверкали, как звезды в ночном небе. И исследователи почувствовали, как волнение охватывает их, поскольку этот момент мог стать началом чего-то невероятного. Житель острова начал говорить на языке, который исследователи не могли понять. Но его тон был дружелюбным, и он делал жесты, показывая, что добро пожаловать. Эмоции и энергия, исходящие от него, были заразительными. Исследователи не могли не улыбнуться в ответ, и вскоре один из антропологов, вооружившись блокнотом и карандашом, решился сделать шаг навстречу. Он начал рисовать, пытаясь запечатлеть момент. В то время как он работал, житель острова, по-видимому, заинтересовался тем, что происходит. Он сделал несколько шагов вперед и указал на рисунок, а затем на свое сердце, показывая связь между искусством и жизнью. Эта простая связь, казалось, открывала двери к общению, которое было не основано на словах, а на эмоциях и визуальных образах. Вскоре к ним присоединились другие члены племени. Их лица были полны любопытства, и они начали приближаться, чтобы рассмотреть исследователей и их оборудование. Внимание исследователей сосредоточилось на каждом движении этих вечных обитателей, которые, похоже, были удивительно дружелюбны. Они не проявляли страха перед незнакомцами, напротив, словно искали общения и понимания. В это время исследователи заметили вокруг множество деталей. Окружающие деревья были украшены цветами, которые никто из них ранее не видел. Это были не просто растения, а что-то, что напоминало о магии и загадках природы. На фоне этого великолепия жители острова, танцующие под светом вечернего солнца, выглядели как часть этого волшебного мира. Каждый новый шаг в общении открывал новые горизонты. Жители показывали исследователям свои ритуалы и традиции, демонстрируя, как они живут в гармонии с природой. Они практиковали охоту и собирательство, используя навыки, которые, казалось, были утеряны в большинстве современных культур. Это было словно окно в другой мир, в котором время действительно остановилось. Исследователи были поражены тем фактом, что эти люди не стареют и продолжают жить вне пределов обычного восприятия времени. Вместо того, чтобы стремиться к технологиям и прогрессу, они нашли счастье в простоте и слиянии с природой. Энергия их танца олицетворяла эту гармонию. Когда вечер перешел в ночь и огонь начал тлеть, группа была приглашена разделить трапезу с жителями острова. Это был момент, когда все барьеры между ними исчезли. Исследователи чувствовали себя как дома в этом неземном месте. Они делились своими историями и получали взамен мудрость и опыт вечных обитателей. Каждая минута, проведенная в обществе этих людей, подтверждала, что время здесь действительно остановилось. Исследователи начали понимать, что впереди их ждет нечто еще более удивительное. Эти встречи и взаимодействия с жителями острова открывали новые возможности для изучения того, что скрыто от современного мира. Что же за открытия ждут их дальше на этом загадочном острове, где время потеряло свою силу? Исследуя остров, команда наткнулась на следы древней цивилизации, о которой, казалось, никто не знал. Они обнаружили обширные руины, покрытые мхом и лианами, которые выглядели как остатки когда-то величественных построек. Стены были украшены таинственными символами и изображениями, рассказывающими истории о жизни и верованиях древних обитателей. Внимание исследователей привлекли фрески, изображающие людей, занимающихся различными ремеслами, охотой и ритуалами. Как будто эти изображения были застывшими моментами из жизни людей, которые когда-то населяли этот остров. Эти находки подтвердили предположение, что здесь действительно существовала уникальная культура. Команда продолжала углубляться в лес, и вскоре они наткнулись на необычное сооружение в виде пирамиды. Оно было построено из огромных каменных блоков, которые, казалось, были соединены без использования извести. Структура выглядела внушительно, ее величие вызывало трепет.
Исследователи решили тщательно изучить это место. По мере того, как они приближались, их охватило ощущение, что это место хранит в себе важные секреты. Внутри пирамиды они нашли темные коридоры, которые вели к центральной комнате, где стоял массивный каменный алтарь. На алтаре лежали артефакты, керамические сосуды, украшенные символами, а также предметы, напоминающие инструменты и оружие. Эти находки свидетельствовали о том, что здесь когда-то проходили ритуалы, возможно, связанные с поклонением богам или предкам. В центре комнаты исследователи обнаружили фигуру, выполненную из камня, которая изображала человека с вытянутыми руками, словно призывающего кого-то. Это было поразительное открытие, которое наводило на мысль о том, что цивилизация, когда-то населявшая этот остров, обладала глубокими духовными традициями. Однако исследователи не могли не заметить, что все найденные артефакты были идеально сохранены, несмотря на возраст. Это вызывало вопросы о том, как такие объекты могли оставаться невредимыми. Быть может, климат острова сыграл свою роль, но что-то еще казалось странным. Это открытие стало еще одним подтверждением того, что здесь время действительно остановилось. После нескольких часов исследования команда вернулась к жителям острова, которые радушно встретили их. Жители, как и прежде, сохраняли свою молодость и жизненную энергию. Обитатели, похоже, не старели на протяжении многих лет. Их лица светились, а движения были полны грации, как будто они были частью самого острова. Исследователи, наблюдая за ними, начали понимать, что это общество обладало не только удивительными физическими качествами, но и глубокими знаниями о природе и ее тайнах. Один из членов команды, ученый, начал задавать вопросы о жизни на острове и о том, как жители смогли сохранить молодость. Жители, казалось, понимали его намерения, но едва ли могли ответить на его вопросы словами. Вместо этого они показали исследователям свои занятия, демонстрируя, как они собирают плоды и растения, используя древние методы, которые были известны только им. Каждое утро эти вечные обитатели собирались на поляне, чтобы проводить ритуалы, которые, по их мнению, связывали их с природой и духами предков. Эти обряды были полны музыки и танцев, и исследователи, наблюдая за ними, почувствовали, как мощная энергия наполняет пространство. Эти моменты были полны жизни, и исследователи осознали, что это не просто культурные практики. Это что-то гораздо более глубокое. Постепенно команда стала частью этого удивительного мира. Они изучали обычаи, традиции и способы жизни, которые оставались неизменными на протяжении веков. Каждый день приносил новые открытия, и чем больше они находили, тем больше понимали, что эта цивилизация умеет жить в гармонии с природой, и их секреты могли быть ключом к разгадке всех тайн, которые окутывали остров. Исследователи стремились узнать больше о том, как жители сохраняют свою молодость и что именно делает этот остров таким уникальным. Они понимали, что каждая деталь, каждое взаимодействие, каждая встреча с обитателями открывают новые горизонты для изучения. Впереди их ждали удивительные открытия, которые могли изменить представление о времени, жизни и предназначении человека в этом волшебном и загадочном месте. Исследователи были потрясены тем, что обнаружили на острове, и, вернувшись к жителям, они начали активно обсуждать свои находки. Они понимали, что их удивительное окружение и культура, в которой время словно остановилось, могли быть связаны с уникальными практиками этих людей. Каждое утро, когда исследователи просыпались, их встречали солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, и мелодии, доносящиеся из деревьев. Жители острова собирались на поляне, чтобы провести свои ритуалы, полные музыки и танцев, погружая исследователей в атмосферу жизни, которая выбивалась из привычного потока времени. Одним из самых захватывающих моментов было то, как жители делились своими знаниями о растениях. Они собирали плоды, использовали коренья и листья для создания настоев, которые, по их словам, даруют силу и здоровье. Каждый день они угощали исследователей своими средствами, которые, казалось, обладали чудодейственными свойствами. Исследователи заметили, что после нескольких дней употребления этих растений они чувствовали себя полными энергии. Это заставило их задуматься о том, как именно эти растения могли влиять на человеческий организм и сохранять молодость жителей острова. Однако не только травы придавали жителям силы, они также проводили различные ритуалы, которые укрепляли их связь с природой и, как они верили, с духами предков. Эти обряды включали в себя танцы, пение и жертвоприношения, которые, по всей видимости, были посвящены богам этого острова. Исследователи стали свидетелями того, как люди, охваченные ритмом музыки, словно превращались в одно целое с природой, и это зрелище оставляло их в полном восторге. Исследователи начали задавать вопросы о том, как жители смогли сохранить свою молодость и энергию. Они пытались определить, есть ли у этих людей особые привычки или обряды, которые могли бы объяснить их удивительное состояние. Жители, смеясь и указывая на природу, делали жесты, пытаясь объяснить, что их секрет заключается в гармонии с окружающей средой. Это было не просто словосочетание, это была философия, которая пронизывала их каждодневную жизнь. Каждое взаимодействие с жителями приближало исследователей к разгадке тайны бессмертия.
Один из антропологов, изучая их образ жизни, заметил, что они не только обладали знаниями о растениях, но и умело использовали природные материалы для создания инструментов и орудий труда. Это было свидетельством того, что эта цивилизация развивалась совершенно иначе, чем известные современному миру культуры. Они использовали ресурсы острова с большим уважением, понимая, что именно так можно сохранить баланс. По мере того, как исследователи все больше погружались в жизнь островных жителей, они начали осознавать, что эти люди не просто существуют вне времени, они живут в полной гармонии с ним. Это было похоже на танец, в котором каждый шаг был частью общей картины, где нет ни спешки, ни страха. Вечные обитатели острова, казалось, могли чувствовать каждое мгновение, и эта способность сохранять момент помогала им не стареть. Группа решила углубить свои исследования и узнать больше о ритуалах, которые проводили жители. Они начали фиксировать каждое движение, каждую мелодию и каждый жест. Это было не просто наблюдение, это было стремление понять суть их жизни. В процессе изучения ритуалов исследователи заметили, что жители часто использовали знаки, которые были похожи на те, что они видели на каменных алтарях и деревьях. Это стало еще одним подтверждением их глубокого взаимодействия с природой и ее силами. Однажды, наблюдая за ритуалом, исследователи заметили, как в небе появились необычные светящиеся облака. Жители начали исполнять танец, и их движения, казалось, синхронизировались с изменениями в небе. Это было поразительное зрелище, которое показало, как культура этих людей была связана с космосом. Исследователи, осознав, что находятся в центре нечто большего, начали записывать каждую деталь с надеждой, что их опыт поможет разгадать тайны бессмертия и вечной молодости. Погружаясь в мир вечных обитателей, они начали понимать, что остров хранит в себе не только удивительные растения, но и глубокие знания о том, как жить в гармонии с природой, а также о том, как обращаться со временем. Эти открытия становились все более интригующими, и с каждым днем исследователи чувствовали, что находятся на пороге чего-то невероятного. Сколько еще тайн скрыто на этом острове, и какие невероятные открытия ждут их впереди. Исследователи, полные энтузиазма, поняли, что, находясь на этом загадочном острове, они стали частью чего-то гораздо более масштабного, чем просто приключения. С каждым новым днем их поиск ответов становился все более захватывающим. Они начали углубляться в ритуалы местных жителей, стремясь понять, что именно позволяет этим людям сохранять свою молодость и жизненную силу. Занятия, которые они проводили, напоминали нечто большее, чем просто обычаи. Они были проявлением глубокого единства с природой. Один из исследователей, ботаник, особенно заинтересовался местной флорой. Он заметил, что растения, используемые жителями для приготовления пищи и создания настоев, были не просто лекарственными. Они обладали необыкновенными свойствами. Каждый вечер, когда светило солнце, жители собирались на поляне, чтобы делиться своими знаниями о травах. Ботаник стал записывать названия растений и их применение, не подозревая, что каждая из них – это ключ к разгадке тайны бессмертия. Процесс общения с жителями начал становиться более глубоким. Однажды, во время ритуала, антрополог заметил, как один из старейшин по прозвищу Мудрец начинает рассказывать о древних временах. Он использовал жесты и звуки, которые, казалось, были частью языка предков. Исследователи, собравшись вокруг огня, наблюдали, как его история о духах природы и гармонии с окружающим миром оживала. Это было словно путешествие в прошлое, и каждый момент оставался в их памяти. Параллельно с изучением культуры, команда начала исследовать таинственные символы, которые они видели на каменных образованиях. Исследования показали, что эти знаки были связаны с астрономией и циклами природы. Лунные и солнечные символы, найденные на камнях, указывали на то, что жители острова имели глубокие знания о времени и его течении. Это открытие стало настоящим прорывом. Возможно, именно это понимание позволяло им оставаться вне времени. В один из дней ботаник и антрополоджист отправились на поиски уникальных растений, которые могли бы помочь в их исследованиях. Они покинули лагерь в ранние утренние часы и вскоре наткнулись на запутанный поток, окруженный редкими травами и цветами. Каждый из них старался запомнить, какие растения они находили, фиксируя каждую деталь. Они обнаружили травы, которые, по мнению исследователей, могли бы использоваться как средство для повышения жизненной энергии. Тем временем остальные члены команды взаимодействовали с жителями, наблюдая за их повседневной жизнью. Они увидели, как местные жители ловили рыбу, используя простые, но эффективные методы. Они создавали сети из волокна местных растений и использовали деревянные копья. Эти методы, передаваемые из поколения в поколение, свидетельствовали о глубоком уважении к природе и ее ресурсам. Каждый вечер исследователи возвращались в лагерь, обсуждая свои находки и делясь открытиями. Они ощущали себя все более связанными с жителями острова и вскоре начали понимать, что это сообщество не просто существует вне времени, но и хранит в себе знания, которые могут изменить представление о человечестве. Эта цивилизация, оторванная от современного мира, обладала мудростью, которая могла бы помочь разгадать загадки жизни и времени. С каждым новым днем исследователи становились все более уверенными в том, что их миссия на этом острове не случайна.
Древняя культура, о которой они узнали, могла хранить в себе ответы на многие вопросы, которые мучили человечество на протяжении веков. Эти открытия заставляли их двигаться вперед, открывая новые горизонты, и вскоре они начали осознавать, что, находясь здесь, на этом волшебном острове, они стали близки к разгадке одной из величайших тайн. Впереди их ждали еще более удивительные открытия, и каждый день приближал их к пониманию того, что значит жить в гармонии с временем.